Всем привет! Меня зовут Катя, и вы на моем канале Вязание крючком. В этом видео я хочу поделиться с вами 3 способами резинки крючком. Здесь мы будем вязать полустолбиками с одним накидом, 3 разными приемами. Таким узором можно вязать абсолютно любое изделие. Очень круто смотрятся плечевые изделия, шапки, шарфы, чехлы для подушек. И давайте приступим, поделюсь с вами 3 способами. Первый способ, один из самых популярных, его использует большое количество мастеров. Такая резинка довольно рыхлая, она не сильно стягивается, с лицевой и с изнаночной стороны одинаковая. Для всех образцов я буду набирать 8 воздушных петель. Мы будем вязать полустолбиками с одним накидом, соответственно, мы должны будем в каждом ряду делать по 2 воздушные петли для подъема. Делаю 1, 2 и провязываю ряд полустолбиками с накидом. Делаю накид, 3-ю петлю от крючка, 1, 2, 3, вот сюда. За верхнюю дужку верхней горизонтальной я буду провязывать полустолбики, накид. Завожу крючок в петлю, забираю рабочую нить и 3 петли на крючке провязываю вместе. И так вяжу до конца ряда. Провязала первый ряд, 8 полустолбиков с накидом. Вот это вот все мы будем повторять во всех 3 вариантах. Поэтому следующие варианты я буду показывать, начиная со 2 ряда. Для перехода на следующий ряд и на все последующие ряды мы делаем 2 воздушные. 1, 2. Переворачиваем полотно. И здесь мы работаем с вот этой косичкой, с верхними горизонтальными петлями. Делаю накид. И завожу крючок, вот передняя дужка, вот задняя, дальняя от нас. Завожу за дальнюю дужку, захватываю рабочую нить и провязываю полустолбик. 1, 2, 3 и так далее до конца ряда. И таким образом мы вяжем за дальнюю дужку, мы ее скрываем, и вперед у нас выходит передняя дужка косички и вот эта перемычка, которая образуется всегда при провязывании полустолбика. То есть вот эти 2 петли у нас и будут образовывать косичку. Все, и так провязываем до конца ряда за дальнюю дужку верхней горизонтальной петли. Провязали 2 ряд, делаем 2 воздушные петли для перехода на 3 ряд, переворачиваем полотно и здесь точно так же делаем накид и за дальнюю дужку. Вот 1, 2, 3 петля, за дальнюю дужку заводим крючок, захватываем рабочую нить и провязываем 3 петли на крючке, полустолбик. И так мы провязываем во всех рядах каждую петлю предыдущего ряда за дальнюю дужку. Итак, вяжем 2-й вариант. Первый ряд я провязала аналогично, как и в первом варианте. Делаю 2 воздушные петли для перехода на 2-й ряд. Переворачиваю полотно. И смотрите, здесь мы будем уже работать с вот этой перемычкой. То есть вот верхние горизонтальные петли. Дальняя дужка, ближайшая дужка, и вот еще ниже опускаемся, она прям лежит на полотне, и вот именно с ней мы будем работать. Делаем накид и снизу вверх проходим под вот эту перемычку, захватываем рабочую нить и провязываем полустолбик с накидом. Дальше снова накид, снизу вверх под перемычку и провязываем столбик. И так вяжем до конца ряда. Да, и здесь у нас, вот смотрите,
вот эти верхние горизонтальные петли, которые у нас наверху полотна, они у нас остаются свободными и вытекают вот в такую полосочку в виде косички. Так, провязали второй ряд, делаем 2 воздушные петли для перехода на следующий ряд, переворачиваем полотно и здесь поступаем точно так же, делаем накид, вот верхние горизонтальные петли, 1, 2, а вот петля, та перемычка, которая нам нужна, она лежит на полотне, заводим снизу вверх, захватываем рабочую нить и провязываем 3 петли на крючке вместе. Все, и так вяжем до конца ряда и на необходимую высоту. И приступаем к третьему варианту. Третий вариант — это комбинация предыдущих 2 вариантов. Здесь мы получаем уже такой абсолютно другой рисунок. Здесь полоски с косичками у нас чаще появляются. Это лицевая сторона, это изнаночная, да, тут вообще никаких косичек нет. И здесь полотно при таком провязывании так стягивается в ширину очень хорошо. Первый ряд провязали, делаем 2 воздушные петли для перехода, переворачиваем полотно и здесь провязываем второй ряд изнаночный. Будем провязывать за самую нижнюю перемычку, как во втором варианте. И все изнаночные ряды последующие будут вязаться точно так же. То есть мы формируем только на лицевой стороне наши вот эти косички. 2 воздушные петли для подъема, переворачиваем полотно и оказываемся на лицевом ряду. Лицевые ряды мы будем провязывать как первый вариант. Делаем накид и вяжем за дальнюю дужку верхней горизонтальной петли. Полустолбики с накидом. Все, переходим на изнаночный ряд, 2 воздушные петли для перехода. И здесь мы провязываем за нижнюю, вот эту самую нижнюю перемычку. Так же, как и предыдущий изнаночный ряд. Итак, чередуем ряды до конца на необходимую высоту. Ну что же, на этом все. Я очень надеюсь, что было все понятно. Если вам понравилось это видео, ставьте, пожалуйста, лайк, оставляйте комментарий внизу, если хотите еще подобных подборок. И до новых встреч. Вяжите с удовольствием, экспериментируйте и пока-пока!